каждый день погода меняется. Эти мухи, они мне надоели, они везде. Я не какашка. Короче, я забираю свою удочку и валю нафиг на Карасёвый пруд. Потому что здесь не хочет брать. Короче, я знаю, что там стоит карась. И мы идем, его сейчас будем пробовать ловить. Как вы думаете, он что-нибудь заподозрил или нет? Ходит прямо возле моего поплавка. Я вот чуть-чуть подтягиваю, он все равно там есть. Он все равно там есть. Это пипец, товарищи. Я первый раз, какие разводы. Он там есть, и он не берет. Интересно, почему? Всем привет, с вами канал Контрольная рыбалка, меня зовут Юля. Как вы видите, темновато, это не раннее утро, это поздний вечер. И сегодня я хочу отправиться вместе с вами, может быть вы когда-то были, а может быть кто-то никогда и не был, на ночную рыбалку на Карасёвый пруд с поплавочной удочкой. Так, это мое рабочее место, это мой кайфовый карповый стул. У меня уже подготовлена прикормочка, как всегда кашка с ароматизированной прикормкой для запаха, с запахом марципана. В качестве наживки я сегодня буду использовать опарыша, червя и кукурузу. Естественно, есть фонарь, чтобы подсвечивать крючок, поплавок в момент перенаживления, возможно, в момент заброса удочки, либо в момент вытягивания рыбы. Естественно, у меня есть ящики с запасными снастями, потому что ночная рыбалка, она гораздо тяжелее, нежели чем рыбалка в дневное время, так как велика вероятность обрывов, велика вероятность потерь снастей из-за того, что вы ничего не видите. Естественно, вы ничего не видите, вы не знаете, куда вы бросаете, все делается на инстинктивном уровне и основываясь на собственном опыте. Ну и ловить я буду на одну удочку, на свою новую удочку. Делать это я буду с глубины, 2 секундочки, здесь сейчас неправильно глубина установлена, потому что я ловила на другом пруду до этого. Делать я буду это с глубины приблизительно 60 сантиметров, потому что здесь преобладает такая глубина практически на всем пруду. 2 поводка, как обычно, верхний, нижний. И сейчас
заменю себе в обязательном порядке вот этот вот свой дневной поплавочек на ночной. Еще один красавчик. Шершавенький. Супер. Супер, супер, супер гуд. Все нормально, супер гуд. Если вы никогда не были на ночной рыбалке, особенно с поплавочной удочкой, лучше всего запаситесь вот такими вот специальными поплавочками для ночной ловли и светляками. У меня есть светлячки нужного диаметра. Я заранее устанавливаю, это использованный светлячок, устанавливаю поплавочек, светлячок, и когда уже стемнеет, я надломлю его, и он будет светиться в темноте. Мой красавец, ты мой хороший, ты мой хороший. Значит, у меня специально подготовлен карабинчик для смены поплавочка. Вот здесь вот так вот я делала специально себе такую снасть. Я готовилась к этой рыбалочке. Сейчас я сниму поплавочек для дневной рыбалочки. Оп, и надену для ночной рыбалочки. Все. Значит, моя снасть готова к ночной рыбалке. Осталось дождаться темного времени суток. Это будет совсем скоро. Я возвращаюсь на место ловли сюда, наживляюсь и буду ловить карася. И вам это показывать обязательно. Вон подсасывает мой поплавочек. Да, я была права. Это достаточно крупный экземпляр. Это очень крупный карась. Пожалуйста, как результат, еще один очень хороший. Вот такой вот карась. Супер-пупер. Выпускаем. Выпускаем красавца. Выпускаем. Оп. На ночную рыбалочку обязательно берите с собой подсак. А знаете почему? Потому что ночью велика вероятность поимки большой рыбы, больше, чем днем. Поэтому берите подсак обязательно. Ну и не забывайте брать с собой репелленты различные от кровососущих насекомых, потому что, я не знаю, видно ли вам сейчас в кадре, комары, они просто нереально летают, гудят и загрызают, это ужасно. Поэтому пшикайтесь всякой фигней, чтобы вас не кусали, и вы потом не болели ничем, и вам не чесало.
На верхний поводок я поставлю огромный пучок и вкусный для карася опарыша. На нижний я поставлю пучок, вкуснейший пучок для карася из червя. У меня достаточно большой крючок, поэтому влазит много червя, целых 2 штуки. Но как бы можно было поставить одного, но я поставлю 2. Почему? Потому что, ну, я же пришла типа за большим карасем. Я же хочу показать вам хорошего карася. Большенького. И фиксирую его одним опарышем сейчас. Ночью необходимо проявлять особую осторожность, чтобы ни во что не зацепиться, благо есть светляк. И в крайнем случае светите этим своим светом то, что у вас есть, вместо осуществления ловли, чтобы не промахнуться с точкой ловли. Потому что у меня место ловли, оно закормлено. Я кормлю его уже достаточно давно. Вообще все не так легко, как может показаться со стороны. Ночью гораздо тяжелее ловить, чем днем, особенно на поплавочную удочку, особенно в заросшем пруду. Плюс становится достаточно холодно. Мне даже идет пар изо рта. Повышается влажность, и постоянно хреначит вокруг какая-то живность. Собаки воют, птицы кричат, я не знаю, лягушки квакают, комары тоже воют. Все это лезет тебе в лицо. В общем, развлечение для слабонервных, но весьма-весьма интересное. Было бы круто, конечно, если бы не хотелось спать, потому что постоянно в стульчике хочется кимарнуть, но нет выбора, надо ловить. Поэтому буду следить, иначе просто... Опа! Ну вот, первый ночной карасик. Это очень тяжелая рыба была, честно, которую было очень тяжело вымучить. Клюнул он на червя. Я обратила внимание на то, что стягивал каждый раз червя. Уже было несколько поклевок, но не брал. И наконец-то взял вот такой вот красавец ночью. Супер! Наконец-то! Наконец-то! Вот такой вот карась. Ну что, выпускаем ночного хулигана на волю. И, естественно, просим его позвать бабушку с дедушкой. Пока кто-то спит, рыбалка идет. Еще один небольшой карась, которого мы снова попросим привезти бабушку с дедушкой, потому что они нам очень-очень нужны. Клюнул на червячка, поэтому ставим опять червячка. Обратите внимание, что на верхний поводок, там где был один червячок, не 2. Ну, как бы на нижний поводок, на вот этот я рассчитываю просто огромного карася словить. И словлю. Конечно, это карасевичи не того размера, которого я ожидаю, потому что от ночи я жду немного большего, но все равно замечательная рыбка, которую тоже нужно уметь ловить. Отпускаем.
Сейчас могу даже сказать, чем отличается дневная ловля от ночной. Получается, что ночью поклевки более осторожные, рыба больше присматривается, больше принюхивается и клюет весьма-весьма реже, нежели чем днем. Но я же говорю, будем надеяться на то, что к нам подойдет крупняк. Чуть не утянул мне удочку. Ну что, уже побольше. Карасевич. Вот такой красавец. Вот какой красавец. Тянул мне пустую удочку, потому что кошка его забавился и приснул. Классный. Карась. Фу, прям трясется все, потому что я приснула, скажу вам правду, на стульчике, потому что ничего не клевало. Только изредка собаки меня будили, и потом бух, и меня разбудил удар удочки. Так что вот такая вот ночная рыбалка у меня сегодня. Я дождалась этого красавца. У меня нереальные ощущения, у меня нереальные эмоции, потому что я хотела словить такого карася именно ночью. Я своего добилась, и я его отпускаю на полю. Остается заброситься и ждать очередную рыбку. Будем надеяться, что она еще приплывет сюда. Ну что, мне пора закругляться. Думаю, что я показала хороший пример. Не знаю, понравится вам ночная рыбалка или нет. Чтобы это понять, необходимо обязательно попробовать. С вами был канал интернет-магазина Reason Buy. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями и жмите колокольчики и пальчики вверх обязательно под моими видео. Всем пока! Thank you.